Друзья, ролик, который вы сейчас увидите, был записан до 24 февраля. И за неделю произошло множество событий, которые изменили нашу жизнь навсегда. Но никто не отменял пока что праздник светлый 8 марта, поэтому я предлагаю вам посмотреть видео про подарки. Друзья, всем белка, с вами Катя Бельчик, и сегодня мы будем выбирать идеальный подарок на 8 марта. Девочки мои дорогие, девушки, женщины, лапулечки, поздравляю вас с наступающим 8 марта. А если у вас есть молодой человек, муж, приятель, который не понимает намеков, вы ему просто скидываете этот видеоролик, и в конце мы с вами узнаем, я же еще тоже пока вся в интриге тут, какой подарок самый вкусный, самый выгодный по цене. Тут даже кое-что очень дорогое есть, если честно. Ну и есть что-то поприемлемое, такое у нас ценушки. Посмотрим, что вкусненько. Так что присаживайтесь поудобнее, наливайте себе попить. У меня водичка, как всегда, тепленькая, 30 секунд в микроволновке, вы на коне. И мы начинаем! Ой, набрала для вас, зашла в пятерочку, в Дикси, везде, где была. Слушай, что-то я вот думаю. Да, я подумала, что это зимний подарок. Нет, это весенний тоже. Его я в последний момент, кстати, купила. Конфеточки, печенюшечки, шоколадочки. С чего же мы начнем? Начнем мы вот с этих конфет. Потому что они что? Потому что они без кокоса. Я думала, они кокосовые. Ну ладно. Конфеты for the queen. Queen это ты, моя дорогая, кто смотришь. Queen. Вот. Essence, короче. Косметика такая есть, Essence. Конфеты. Essential Forte. Essential Forte R. Извините. Шутки за 30 пошли. У нас, значит, с вами конфеточки Q. Клубника со сливками, с миндалем и кокосом. Составы мы сегодня не читаем, не разочаровываемся. Просто пробуем. Давайте не будем запариваться сегодня все вот эти ешки, бэшки, вэшки читать. Так, красивая упаковочка. В ней у нас сколько? Мить, ну, конечно, рилсы надо смотреть. 8 марта, ты вот все просмотришь. Блин, масса не написано, офигеть, сколько здесь грамм? 150 грамм, вот такая коробочка, стоила она, сейчас я вам скажу. Тут явно краска заканчивалась на момент печати. Они такие, ничего, Катюшка справится. Кстати, 125 рублей всего пачка. Ну, явно ничего хорошего нас не ждет. Ну, давайте попробуем. Напоминает Рафаэллу, но треугольной формы и, конечно, кокос. Тут нет, как бы, какой тогда смысл? Слушай, наверное, все-таки кокосовые стружки. Сейчас мы поглядим. Вот такая упаковочка, достаточно много конфет. Все в индивидуальных, вот таких вот голубеньких пачечках, сердечками. Ну, все по весенним. Там сейчас вообще, типа, целые отделы вот в супермаркетах везде, вот к 8 марта, как к Новому году обновляют, так же к 8 марта, к 23-му никто ничего не обновляет. Вам носки, бритвы, хватит. Кокос есть. Ты чего? Ну, ведь я уже носки купил, ты что, другой хотел? Ты мне ПС купила уже. Треугольник. Пробуем. Выглядит аппетитно. Выглядит очень аппетитно. И пахнет приятно клубничкой. Я вообще другого ожидала. Главная проблема этих конфет в том, что там супер плотная начинка. Может быть, это вопрос привычки, да, что я привыкла к Рафаэлке, в котором такой более жидкий центр, чуть более, чем здесь. Здесь такая плотная начинка на, очевидно, растительных жирах. Все равно придется вернуться к составу, как ни крути. Может, не на растительных, не знаю. Да 100% на растительных за такую цену. Ну да, масла растительные на первом составе у нас идут. Из плюсов здесь клубника сублимированная есть в составе. Хорошая кокосовая стружечка. То есть ты, когда делаешь первый укус, тебе кажется, что внутри будет Рафаэлло, потому что там и ядро миндаля есть. Но, конечно, оно не дотягивает. В целом, подарить-то, конечно, такие конфеты можно, но не себе любимой. За свою стоимость можно кого-то там отблагодарить, не знаю, там, допустим, кого. Вот не учителя, а какого-то вот. Ну, в МФЦ тебе справку сделали. Вот очень приятно будет. То есть нормально, вот прям, знаете, вот ни горячо, ни холодно от этих конфет, вот никак. Лучше уже Рафаэлло по акции взять. Реально можно по акции сейчас будет найти тонны этих коробок. Я вон перед Новым годом что-то, чуть ли не за 120 купила эту коробку. Вообще какая-то супер скидка была. Может, они, кстати, просрочены, надо было посмотреть. Нормально, не лучший вариант точно, но имеют право на существование. Есть аналог Рафаэлло, другая фирма конфет. Сейчас я фиг их вспомню. С зеленым чаем они такие были, очень тоже вкусные. Эти плотноваты. Начинки нет, нам не подходит. Так, ищем следующий вариант. Ну, девчонки. Таблерон, да? Кто не любит таблерон?
Вы просто им завидуете. Вот такая вот сегодня рифма. Что мне не нравится изначально, здесь очень дурацкая упаковка. Она вся вылезает. То есть она присобачена скотчем здесь в 2 местах, но по факту либо там супер много наполнения внутри, надеюсь, что так, либо как-то вообще коробка тут не соответствует, она вся распузырилась, куда-то вздулась. То есть вид у нее не самый презентабельный, она вот такая вот с пузиком. Но швейцарский белый шоколад может себе такое позволить. 120 грамм у нас. Кстати, фирма Монделес, Milk, которую делают, если что. Посмотрим, сколько это стоит. 20 грамм, да? Как это искать вообще? Я просто не могу. Тут ничего не видно. Что-то странно. 250 рублей. Но когда Таблерон стоил дешево. Кстати, я в детстве всегда говорила Торболерон. Я же не одна такая. Вы что ж так говорили, да? Ну, в детстве это был, наверное, один из самых прям вообще приятных бонусов. Там, если кто-то из дьюти-фри привез, там, ты просто ешь такой, господи, это что-то вообще космическое на вкус. Я всегда любила белый шоколад, а особо кроме воздушного ничего на рынке и не было. И я его любила. О! Прикинь, здесь, оказывается, ассорти. Я не ожидала. Я его не ела очень-очень-очень-очень много лет, поэтому сейчас хочу освежить свои воспоминания. Также ли это все вкусно. Мне нравилось всегда, что он там вот хрустит, вот эти какие-то такие медовые гранулы, там приятные. Вот начнем с желтенького. Он молочный оказался. Ну, такая вот конфеточка из 3 секторов. Ой, так же хрустит. У них, кстати, очень состав хороший. Правда, настоящий шоколад. Это нуга все так же приятно прилипает ко всем твоим зубам. Хорошо. Но Milk вкуснее. На мой взгляд. Давайте попробуем белый. Очистим вкусовые рецепторы. Ждем, словлю ли я ностальгию. Что-то не приходит она. Не пришла. Ты меня так серьезно смотришь. Жду твоего мнения. Как я уже говорила, в детстве ничего кроме воздушного я не пробовала. Вот. Но шли годы, мне уже скоро 30, и я попробовала очень много шоколада, как вы знаете. Сколько уже YouTube-канал мы ведем? Больше 5 лет. И, конечно, это далеко не самый вкусный шоколад, но он очень приятный, он натуральный, в целом мне нравится, и нуга такая же задорная. Но, конечно, не колебау, что уж тут греха таить. Ну, тоже достаточно нормально. Он какой-то, знаете, плоский у него вкус, ненасыщенный, не знаю. Вот нуга, конечно, немножечко, да, там какой-то оттеняет вкус, но в целом достаточно спокойный шоколад. Какой-то прям, не знаю. Ладно. Темный попробуем, давайте. Ой, ну темный вообще тухляк. Вот вообще тухляк. Можно выбрасывать из набора. Тут даже нуга не спасает. Россия щедрая душа. И еще немножечко к зубам потом нуга прилипла. В темном шоколаде нуга вообще никак не ощущается, потому что сверхнасыщенный вкус и, в принципе, все забивается. Ну, благо темного шоколада здесь меньше всего. Смотрите, здесь у нас получается в основном все молочное. Плюс 3 конфеточки белого и 3 конфеточки темного. Ой, 4 конфеточки белого, извините. Нормально. Ну, конечно, на свою стоимость. Вот сколько здесь получается же у нас, да? 120 грамм с вами и за 250 рублей шоколада. Давайте, знаете, как сейчас с вами сделаем? Вот возьмем вот эту милку. Сколько в ней грамм? 300 грамм. Мне просто интересно, сколько она стоит. Если она стоит дешевле, возможно, будет выгоднее и вкуснее купить большую шоколадку. Ищу. Надо, вычеркивать, если я попробую. Ну ладно. 211 рублей. Чуть дешевле. И здесь почти в 3 раза больше у нас шоколада. Почему купила эту шоколадочку? Сначала у меня было ощущение, что я уже такое пробовала. Все, конечно, возможно, но здесь такая весенняя упаковка обновленная. И мне как-то не припоминается шоколадный бисквит. Типа шоколад с печенькой тут. Много мы пробовали вот таких новинок от Милки, там и с арахисом, таким тянущимся, и мой любимый клубничный чизкейк, просто тащусь от этой шоколадки. Давайте все же попробуем, потому что вот, мне кажется, всегда можно порадовать сладкоежку вот такой огромной шоколадкой. Никто никогда от нее не откажется, все такие будут, круто, большая шоколадка. И обычно они сверхдорого стоят, то есть это сейчас еще, она по скидке была 211 рублей, так, 300 рублей, то и 350, если честно. Посмотрим. Мне надо перебить насыщенный вкус горького шоколада предыдущий. Хочется чуть-чуть вкусненького. Нормально, так немножечко себе кусочек. Выглядит как киндер-шоколад, как яйцо киндера сверху. Тут такая белая прям прослоечка, аппетитненько. А Милка вкуснее, чем Таблерон, хотя на одной фабрике. Прям хорошо. Что интересно, они полностью сохранили хруст печенья, то есть он изолирован шоколадом, естественно. То есть бывает какая-то еще начинка жидкая сверху, печенька чуть-чуть размякает. Мне иногда это даже нравится. Здесь они прям супер сохранили. Хруст. Даже для меня чересчур, возможно. Я бы, наверное, что-то еще сюда добавила.
Вот прям напрашивается какой-то жидкий центр, какая-то карамель, что-то ягодное. Но если добавить ягодное, то получится стrawberry cheesecake, как раз моя любимая шоколадка. Для меня пустоват вкус, но она классная. Она в любом случае классная. Здесь очень хороший, качественный молочный шоколад и белая прослоечка мне нравится. Но вкус печенья забивает абсолютно все. Нужно чем-то еще обогатить вкус. На мой сугубо личный фудблогерский взгляд. То есть вот эти большие шоколадки сейчас также есть в весеннем оформлении, и, возможно, я бы просто выбрала другой вкус, но порадовать можно, да. Так, давайте чуть-чуть вкусное попробуем. Блин, ну ты вот серьезно сейчас, да, такой? Вот это вкус? Нет, подожди, давай что-нибудь другое, пока надо после Милки. Слушай, вот эти конфеты, я не знаю, сколько тысяч раз примерно мне скидывали в директ. Катину попробуй, Катину попробуй. У них, по-моему, был отдельный вкус манго, отдельный ягодный. Вот они совместили, видимо, такую упаковочку, сделали весеннюю манго и берри. Кокосовые конфеты. Кокосовые конфеты. Сейчас мы с вами заценим в белом шоколаде. Ну, выглядит сверхаппетитно, если все так же будет внутри. Но какой, конечно, шанс, что там прям будут кусочки свежего манго, как здесь нарисовано. Но в любом случае, давайте посмотрим, как они по стоимости. А название-то какое? Tropical Paradise, получается? Манго, берри, коконат. Спасибо большое. Не зря стоишь там сзади. Слушай, конфеты глазированные, в кавычках, набор конфет ассорти. То есть название Набор конфет ассорти. Ищите в магазинах своего города. 140 грамм. Интересно, сколько стоило? 144 рубля. Подожди, да? Граунд какой? Граунд. Что за граунд? 144 рубля. Вообще по-божески, конечно. Кстати, состав здесь отдельно на манговые конфеты и отдельно на малиновые прописан. Что хоть добавили-то, интересно, в плане малиновое пюре, яблочный сок-концентрат, как обычно. С чем у нас манго и малина? С яблочным соком. Кусочки манго. Ну, удивите меня. По 5 штук. Вот такие две чуть разных оттенков упаковки. Посмотрим, где какая. Ваши догадки. Я думаю, вот бордовенькая будет малиновая. Ой, они такие крохотулечки, пупулечки. Вообще на один зубок. Какие нежные. Слушайте, это хорошо. Это сначала напоминает баунти, ну, за счет того, что там кокосовая стружка с сахарным сиропом. Но вот смотрите, вы когда едите баунти, у вас идет такой хруст от шоколада, да, достаточно плотный там слой такой сверху. Здесь супер тонкая оболочка, и этот шоколад практически не чувствуется, то есть конфетка, она сразу вся мягкая, ничего не хрустит, ты просто она так тебя обволакивает. Джем, вот вроде написано, что там прям ягоды малины, внутри такой вот типа джем Махеев, как он называется? Вот такого плана джемчик. Очень сладкий. И сама конфета очень сладкая. Но, как мы знаем, баунти не бывает не сладким. Вы даже если дома попробуете его приготовить, у нас был выпуск ДМ, у нас еще хуже, чем в магазине получилось по сладости. Мы туда сгущенки вбухали. Мне же просто диабет случится. По-моему, у меня приступ. Слушайте, ну это хорошо. Здесь даже вот легкая кислинка малины, на послевкусие она прям разбавляет эту приторность. Мне нравятся очень нежные конфеты, очень. Прям такая вот горошиночка радости. Слушайте, а манго прям супер натуральный. Блин, это прям хорошо. Не думала, что это скажу, но манго мне понравился больше, чем малина. Такое очень редко случается, потому что здесь не химозный манго, а прям натуральный вкус. Что-то я в шоке. Может, не зря вы мне столько в директ прислали. Мне уже давно пора попробовать эти конфеты. Классные. Да, зачет. Надо еще другие вкусы у них попробовать. Хочу все прочитать. Глазурь там или настоящий шоколад. Глазурь все-таки. Но... Вот правильно делаешь. Девчонки тебе пишут, сначала пробуй, а потом читай состав. Вот. Здесь глазурь не напряжная абсолютно. Я, конечно, поняла, что это глазурь, но она такая тоненькая, и она не имеет никакого неприятного послевкусия. Все хорошо. Но сразу предупреждаю, очень сладко. А с другой стороны, мы с вами в этом выпуске что, собрались стейки пробовать или что? Да, сладко. Кокосовые конфеты, они все такие сладкие. Ой, а что-то не сладкое есть, не? По хардкору, что ли, решил печенье попробовать? Вот это точно с Нового года лежит. Какая упаковка. Ну, знаете, такая альтернатива для тех, кто конфеты не любит. Ну да, классно, конечно, супер. С 10 ноября 2021 года. И храниться они будут до июля 2022. То есть еще и на 23 можно, кстати, подарить хороший вариант. И на 1 мая, и на Пасху. Вообще, на все праздники. Kellogg's, так я до сих пор не выучила, как эта фирма читается. Ты это каждый раз говоришь. Ну как она читается? Kellogg's. Хорошо. Все, теперь знай, с этого момента Kellogg's. больше не читай по-другому. Kellogg's.
Ну, ты мне и говорил, что Паулайн правильный. До сих пор я так и говорю Паулайн. Короче, красивенький наборчик печенья. Смотрите, у нас здесь вкус шоколад-фундук, шоколад-апельсин и шоколад-карамель. Все, в принципе, шоколадное. Спасибо, Катя, за пояснение, а то бы никто не понял. Сколько грамм? Грамм, сколько печенья? 255. Какой-то проницательный. О, тут такие будут конфеты одни дорогие. Даже, думаю, ты догадаешься, какие. 279 рублей. То есть этот набор дороже, чем Таблерон. Вау. Ну, у меня тогда супер завышенные ожидания, потому что это печенье, это даже не конфеты. Все же... Типа тут орехи, да, у нас идут в составе, поэтому, конечно, может быть дороговато в производстве, как ни крути. Вау, не, ну все деньги отработал, вы глядите. Ну, чисто для мужика подарок. Офигенно. Вот это очень круто. Не, ну упаковка суперская. Элегантно, красиво. Да, мне нравится. Давайте посмотрим, как внутри это будет выглядеть, конечно. Такой, знаешь, ну, нормально. Какой вкус-то, господи, даже ничего не написано. Шоколад-карамель. По-моему, с козырей пошли. Слушайте, какое интересное печенье. Вообще другого ожидала. У нас, знаете, недавно в обзорчике было печенье, ну, относительно недавно, от которой я чуть зубы не сломала. Я думала, что это будет тот же самый вариант. Господи! Успех. Плюс оно с ноября лежало, думаю, вообще никакой там не свежее ни разу. Печенье, ну, прям хрустящее, рассыпчатое. Чувствуется и карамель тут, и шоколад, орешки, все вкусно. Наверное, один такой небольшой от меня минус, оно очень маслянистое. Вот ты ешь, такой сразу ощущаешь, там много сливочного масла. Но за счет этого оно и таким хрустящим получается. Наверное, с молоком пить это прям супер вкусно. И знаете, хочется его даже нарезать и залить молоком, как хлопушки. Вот если бы оно было в мини-версиях, мне кажется, это интересный вариант бы завтрака был. Это же та фирма, которая всякие хлопья делает, гранолу. Да, в целом хорошо. Давайте еще какой-нибудь вкус попробуем. Вот шоколад-апельсин. Состав-то тут есть, нету? Есть. Масло растительное, да? Интересно. Прям так растительное масло ощущается. Ну, хоть пальмового нету. Ну, много масла, много. О, прям шоколадненькое. Апельсинчик пахнет, правда. Оно сверхнежное. То есть, например, в шоколадке Милки было более плотное печенье. Прям вообще рассыпается во рту. Интересный очень вкус. Какой-то прям здесь оттенок присутствует классный. Шоколад, апельсин. Как будто даже кофейный какой-то вкус. Хорошо. И круто, что здесь прям натуральный апельсин добавлен. Да, мне нравится. Я даже вот кусочки цукатов легкие ощутила у себя сейчас на зубах. Они как раз прилипли. Ну, в хорошем смысле. Классный набор. Слушайте, у меня еще тут печенье осталось. Ой, с молоком прям супер будет. Это такой, знаешь, подарок девчонке, которая отрицает все вот эти праздники. Такая, типа, брутальная. Шоколад-фундук. Как будто кто-то за меня уже съел. После апельсина, конечно, уже простоват вкус. Но здесь прикольный фундук. Такой оттенок сейчас хороший пошел. Просто моментально тает во рту. Наверное, даже это была бы плохая идея заливать его молоком, потому что он просто все растает. Хорошо сделано, качественно, мне нравится. Да, отлично. Все, берем. Такой, знаете, хороший образец американских кукисов. Именно не жесткий, ничего, как мы берем там эти M&M'сы. Их же вообще есть без молока невозможно. Вот у меня тут уборщица тут у меня подрабатывает. Матриархат. Также на стоечке у нас был марципан. 182 рубля за коробочку в 126 грамм. Написано, что у нас здесь 33% миндаля. А что остальное в составе тогда? Сахар, миндаль 33%, сироп глюкозно-фруктовый. Окей. Темный шоколад. Мить, ты любишь марципан вообще как? Обожаю. Да? Конечно. Вот так вот просто упаковочки у нас, конфеточки в индивидуальной упаковке. А такой марципан это кому-то такому строгому подарить. Почему строгому? Ну такая упаковка вот золотая вся. Учительнице марципан подарить. Нет, учительнице надо каркунов дарить. Больше ничего не прокатит у вас. Очень странно. Вот что это за какуля? А что это за какуля? Я не хочу такое есть. Ну-ка давай еще вскроем. Тут какуля закрыта шоколадом. Что мы не ели? Блин, я же раньше любила марципан, или это марципан. Ой, мне что у меня с лицом? У меня брови, по-моему, туда сдвинулись. Ой, здесь настолько душный горький шоколад снаружи, что он портит вообще все. Я ни марципана, ничего не чувствую. Просто вот этот вот шоколад, он плохой. Вы знаете, вы можете подумать, что ну вот ты не любишь горький шоколад. Я люблю, если он хорошего качества. В Таблероне был даже лучше шоколад гораздо. При этом это не кондитерская глазурь,
Они еще, знаете, что сюда бухнули? Ароматизатор ванилин в шоколад. Ну, вообще, короче, печаль, грусть, тоска, даже ничего говорить больше мне не нравится. Так это же те же. Ну, попробуем. Просто хотела показать вариант такого достаточно уже рядового подарка, потому что Милка к каждому празднику выпускают такие финтифлюшки, здесь тоже с цветочками, 150 рублей коробочка. Вот мне кажется, хороший вариант для подруги, потому что вся молодежь любит Милку, мне так кажется. У меня сейчас просто... Я молодежь же. Ты стакан не сдвинешь? Почему он опять грязный? Я вообще не понимаю. Это магия. Я из посудомойки чистый взяла. Что у нас здесь? Ну, набор у нас, конечно, не богатый, но что-то да есть. Вот так просто рвем. Слушай, я думала по одному экземпляру будет. Нет. 2 вот таких вот Crunchy Break. Пока еще не поняла, что это. 2 вафельки и печенюшки вот такие злаковые. Давай попробуем вот этот Ну, кранч. только Crunchy Break интересно. Все остальное уже 100 тысяч раз ели. Значит, сидим 100 001. Мало ли кто у нас новенький на канале. И не подписался на канал. Кто там такой? Проныра. Вот смотрите, вам показываю. Слушай, какая элегантная печенюшка. Пробуем? Вау. Ну что, такого еще не ела. Блин, такое странное ощущение у меня есть. Слушайте, ребят, очень классная задумка. Песочная основа. Внизу шоколад. И внутри очень вкусная шоколадная начинка. Но знаете что? Вот это тесто, у меня ощущение, что оно не пропеченное. Я вам серьезно говорю. Оно что пахнет странно, что на вкус странное. Очень какая-то непроработанная рецептура самого песочного теста. Я вот немного в шоке. Я, кстати, думала, что это будет что-то наподобие Nutella Break. Совсем другой вкус. Прям тяжелое тесто. Вот как будто не допеклось. Не, мне не нравится. Привкус какой-то очень странный привкус. Что это? Масла растительные, жир молочный. Класс, сыворотка молочная, порошок яичный, глютен пшеничный. Чтобы меня Милка разочаровала, это что вообще должно в жизни произойти? Опять печенье у нас. Вот такое злаковое. Похоже на Kellogg's. Ой, вот это меня еще ностальгия словила, сейчас расскажу. Я на 1000% уверена, что когда мы впервые попробовали его в обзорчике, я говорила то же самое, но послушайте еще раз. Были времена, когда только появилось печенье юбилейное утреннее. Это прям оно, только еще в шоколаде Милка. И чуть более хрустящее, чуть более рассыпчатое. Ну, такое печенье, оно, знаете, оно вообще не должно там особо хрустеть, разгрызаться. Ну, просто оно существует, оно есть, оно злаковое, оно такое жесткое. Здесь хорошо. Очень сбалансированный вкус. Чувствуется соль, она приятно оттеняет молочный шоколад. Классно. Кайфово. Я такое люблю. Я уверена, что это не для всех, но мне заходит. Но видите, при этом мне, например, вот этот Crunchy Break вообще не зашел. Можно вафли не буду пробовать, вафли топ. Я их ела уже 1000 миллион раз. Очень вкусные вафли. Так 1000 миллион первый надо пробовать. Ну, слушайте, я даже не могу вам ничего сказать. Как брать этот набор, если мне вот это вот Crunchy Break вообще не зашло. Мало того, что он весь какой-то помятый уже выглядит. Вот, не знаю, что-то с ним не так. Может, партия неудачная. Не удивлюсь, что там я попробую в следующий раз, и мне это может понравиться. Но на данном этапе нет. А из-за вафель брать и печенье, странно, тогда лучше по отдельности купить или шоколадку большую, например, взять. Вы любите длинные ролики или не любите? Напишите, пожалуйста. Потому что меня тут хейтят за то, что я много говорю. А я вообще немного говорю, все по делу. Хоть что-то я не по делу сказал. Ну, небольшая история про юбилейное утреннее. Ну, чё жаловаться-то? Кит-кат. Ну, мы его, конечно, тоже ели, я так думаю. Но здесь какой-то Spring Edition с медвежонком. В свое время, вот на Новый год у них был потрясающий Winter Edition с корицей. До сих пор его помню. Вот такой был. Так, сейчас я вам скажу, сколько стоило. 153 рубля. Ну, кстати, по цене примерно так же, как Милка получается. Видимо, они все идут в одном ценовом сегменте. Вот тоже от любимого бренда. Ну, у кого-то там любимый бренд. Вот можно поздравить человека. Что мы здесь имеем? Такая упаковочка плоская. Давайте вскроем. Вот такая шоколадка. Вот такая визитка. Что это мы можем? Бесплатный доступ к подписке Яндекс.Плюс. Ок. Очень важно. Да, ну просто чтобы вы знали. Может, кому-то надо. Так, блин, вот это набор, конечно. Всего 2 шоколадки набор. Ну. А что в пустом пространстве? Ничего, визитка. Понятно. Так, мы уже пробуем. Давайте попробуем Spring Edition, я думаю. Здесь 108 грамм. В принципе, за свою стоимость нормально. Получается, мы имеем 2 шоколадки. Вот одна 112, вторая 108. Блин, нормально. 220 грамм шоколада за 154 там рубля. Вполне. То есть еще в красивой коробке. Для любителей китката ок. Давайте посмотрим, прям хочу вот так же. Ой, ну да, она прям реально так же и выглядит. Полностью сними. Ой, пахнет странно. Блин, пахнет, знаешь, чем? Какой-то это, ботвой какой-то. От клубники ботвой. Ну да, видно все. Реально клубничная.
Ага. Блин, такая жесткая химоза, просто не могу. Может, прям удушает эта клубника. Тем более, что это не клубника, а малина. Ой. Ой. Я вот точно не хейтер китката по жизни, но это плохо. Приторно. Просто все слипается во рту. Здесь же у нас, получается, белый шоколад. И вот этот вот привкус малины, я который решила, что клубник, не знаю, ну оно настолько непонятное. Ой, она прям удушающая. Как Рафаэлло с розой. Это что-то максимально странное. У меня первый вопрос, зачем? У меня ощущение, что я духи поела. Не, ну, конечно, хуже Рафаэлло с розой могут быть только чипсы с розой. Кто не видел обзор, подписывайтесь на Инстаграм. Чипс купил за 450 рублей, прикиньте, с розой, офигела. Ой, жир специального назначения, понятно. Господь, где? Нету ничего. Экстракт свеклы. А ничего, ароматизаторы натуральные. Все. Ну, естественно, здесь никакой там сублимированный малины, еще чего-то нету. Ну, давайте, да, вот эту сразу попробуем на фоне, да. Это уже как раз клубничный шоколад. Не помню, был у нас такой, не был в обзорчике. Наверное, был. Вообще, в свое время вот эти, конечно, шоколадки появлялись. Мне уже ничего нельзя рассказывать, ладно, я буду молчать. В свое время, конечно, вот эти шоколадки появлялись. Помню, прям я за ними охотилась в магните, там, чтобы кокосовый, кофейный, апельсин, шоколад, что такое был. Ой, лучше пахнет, чем прошлое, но тоже прям. Блин, настолько не попадание в мои вкусы. Ой, не. Ну, вообще одно и то же. Знаешь, вот смотрю, я тебя уже 5 лет. Какая-то ты зажравшаяся стала, неискренняя. Вообще факт. Слушайте, ребят, я думаю, возможно, это понравится детям, например, такой вкус. Это близко вот к Несквику, знаете, с такой молочной вот этой начинкой розовой. А на что будет цвета ядреного? Что вкус этот ядреный? Я уже не на той стадии, когда хочу вот такое есть. Типа чупа-чупсы вот с этими ароматизаторами. Так это, получается, старость приходит? Получается так, вот, например, даже в тех конфетах кокосовых там были кусочки фруктов, и это чувствовалось. Даже в первых конфетах она тоже была химозная клубника, вот эти вот эссен, но там были кусочки сублимированной клубники. Это ощущается сразу. Здесь нет ничего натурального, это слишком приторно. Короче, вот too much, вот можно по-английски выразить, вот too much. Хочется запить литром воды. Я уже все выпила. Зато подписка на Яндекс, блин. Фу. Так, все. Очистились. Давай. Без лав, давай, пробуй. Короче, знаешь, остались последние конфеты. Сколько они? 475 рублей. 433. Охренеть. За 225 грамм. Слушай, ты знаешь, кстати, я еще помню, что-то на ценнике там чуть ли не 600 рублей было. Может, я по скидке их взяла? Я их взяла, потому что они сверхдорого Потому стоили. что они фазер. Что такое фазер? Это отец, получается? Фазер, да. Отец всех конфет? Это что фазер? Кто ничего не делает? Просто фазер. Что-то делают. Загугли, пожалуйста. Нет. Конфеты гейша. 31 писес. Как это открыть за ваши 400? Как вашу 31 писец открыть? А, вот open. Ладно, для тупых. Ну что сказать, упаковка красивая. Такой сразу, знаете, сакура. Мы в Японии, мы гейши с мамой. И вот так мы себе дарим сердечко. Как тебе? Красиво, очень нежно, мне нравится. Прям дарился. И все одинаковые конфеты. Ну, Витя, это тебе не новогодние подарки, я просто не понимаю. Вот конфеточка. Пахнет очень приятно, кстати. Надо было хоть начинку посмотреть, а не просто жрать. Ладно, сейчас еще одну. Это очень качественный шоколад. Ничего. Это, конечно, совсем другой уровень шоколада. Это уже линд, как конфеты линд, например. Дав. Может, Файзер и делает Дав, не знаю. Это очень достойно. Вкус фундука. Мне, возможно, бы еще какую-то хотелось здесь начиночку ощутить, но ее нету. И в целом это просто вот элегантный шоколад, знаете, ты такой берешь, вкушаешь. Он мог бы быть вообще без всего. Просто вот такой качественный молочный шоколад, он в целом уже достоин существовать. Выше всех похвал. Очень вкусно. Оттенок фундука сейчас вот прям тут хорошо. Чуть-чуть похрустывает. Угу. Легкая такая хрустиночка. Прям хорошо. Блин, никогда их не ел, кстати, до этого. А в интернете они вообще 546 стоят. Ты прикинь? Угу. Снежная начинка. Я просто пытаюсь прочитать вообще, что это за молочный шоколад с нежной фундуковой начинкой, получается, да? По-русски ни слова вообще. Начинка из тертого ореха. Тертый орех здесь. Да, то есть действительно здесь не было прям таких конкретных кусочков. Просто легкое похруст.
Ну, очень вкусно, ну, что сказать. Учитывая тот факт, что я уже съела тонну конфет сегодня, и мне тут киткат вообще все мои рецепторы возможные забил своей этой клубникой вонючей. Мне все равно дико понравились эти конфеты. Я думаю, что если бы я попробовала их первыми, еще вот, знаете, вот этот вот неочищенный мой девственный рот, и я туда вот эту конфеточку с фундучком, вообще топ. Прям супер. К чайку, кофейку. Ну, это прям самому любимому дарим. Ну, себе, конечно. Ну, или кого любите. Маме, бабушке, там, кто там, сестре, не знаю. На кого не жалко, короче, потратить денег. Можно действительно побаловать вот такими конфетами, я думаю. Ну и про кокосовые с манго и малинка тоже не забываем. Ну и подведем небольшую черту. Или большую черту, потому что обзор получился очень большим. Надеюсь, вам понравился, в самом месте досмотрели. Вот такие вот у меня сегодня победители в моем топе. То есть это недорогой вариант, это самый дорогой. И средненький как раз вариант с печенюшками для тех, кто не очень любит шоколад, но любит похрустеть и любит сладости. Вообще хорошо. Вот прям хорошо. Все, целую, обнимаю. До новых встреч. Пока.